Друзья, всем здорово! Сегодня продолжаем тему с OpenWrt и поговорим о такой очень важной и базовой вещи, как Wi-Fi. Переходим в раздел Wireless. И что мы видим? Здесь мы видим два адаптера, которые на 2,4 и на 5 ГГц. И рассмотрим свойства каждого. Соответственно, вот адаптер, вот созданная точка доступа, аналогичная с пятеркой. Заходим в 2.4 точку. Мы видим имя сети, ее MAC-адрес, канал, на котором в данный момент она присутствует, регион. Можно выбрать ширину полосы 20 или 40, но для 2.4 я рекомендую 20, потому что вы все равно получите 50 мегабит и даже выше, и при этом вы не будете присутствовать на многих каналах параллельно, и тем самым сами не будете шуметь и не будете ловить там чужой шум, скажем так, поменьше. Здесь у нас в главном окне имя точки доступа. В разделе Wireless Security мы можем установить шифрование. Но современное шифрование, чтобы поддерживались и старые, и новые устройства, рекомендую такой микс WPA2 и WPA3 SAI Mixed Mode. Здесь вы пишете ключ сети. Эти параметры, как правило, можно оставлять как они есть. Здесь можно задавать фильтрацию по MAC-адресам, то есть разрешить те, кто в списке только, да, определенные MAC-адреса выбираем, или разрешить всем, кроме того, кто в этом списке, то есть некий такой blacklist. Здесь, соответственно, тоже можно все оставить без изменений, тут более тонкие настройки Wi-Fi. Расскажу вам немножко про мощность передатчика роутера и про код страны, как это влияет. Предположим, в России у нас законодательно установлено до 20 dBm, поэтому, когда у нас стоит Россия, здесь мы можем выбрать максимум 20. Но я могу сказать, что выбирать, допустим, 23 dBm тоже вариант. Ваша точка может быть дальше, чуть лучше пробивать препятствия. Есть такой регион, который, по сути, включает в себя все это, называется Панама. Он сокращается как PA. Выбираете Панаму, после чего нажимаете Save and Apply, у вас точка перезагружается, и здесь вы можете после этого выбрать, допустим, 23 dBm. Давайте еще вам расскажу про такую вещь, как VLAN Roaming. Рекомендую вам сразу удалить пакет VPAD Basic, я напишу, как он называется, и поставить вместо него VPAD OpenSSL. Соответственно, удалять пакеты ставить лучше на кабельном подключении, чтобы вы вдруг не потеряли свой Wi-Fi. Потому что он позволяет нам иметь доступ к более расширенным функциям Mesh. Как правило, во многих видео советуют просто включать 802.11r. Но также есть и вспомогательные функции. Когда вы делаете Mesh-сеть, проводную или беспроводную, вам нужно включить этот режим. Дальше Mobility Domain, допустим, 1, 2, 3, 4. Главное, чтобы он был одинаковый. Допустим, если вы хотите сделать роуминг между точками 2 и 4, то на этом роутере и на вторичном выбираете один Mobility Domain. Одно имя сети, соответственно, да, вот SSID и пароль. Тогда они взаимодействуют друг с другом и могут переключать плавно клиентов. Второй роутер лучше ставить в режим моста. На тему Mesh потом будет более подробное видео. Также, когда вы установите VPAD OpenSSL, рекомендую, кроме вот этого базового, включить еще 802.11k. Он, по сути, дает информацию клиенту, то есть вашему смартфону или ноутбуку, о том, что вот есть такая-то точка, есть такая. То есть он снабжает информацию, а сам клиент, телефон, он уже принимает решение, когда переключаться. И еще классная функция, это все можно не трогать, BSS Transition. Когда вы активируете, это тоже помогает переключать залипших клиентов. То есть бывают некоторые девайсы, они долго висят на одной главной точке Mesh. Например, сигнал уже падает, там становится минус 80, а он по-прежнему на ней висит, соответственно, скорость падает. Вот эта штука позволяет, уже при значениях там минус 70 с чем-то, да, более грамотно переводить на другую точку. Давайте теперь поговорим про каналы. Когда у нас стоит тут Russia, у нас на 2.4 диапазоне доступно 13 каналов. Но далее я вам покажу загруженность, вы поймете, что по сути весь этот диапазон уже очень сильно зашумлен. Именно поэтому рекомендуется ширину полосы 20, не больше. То есть можно там как-то найти какое-то местечко, все равно вы будете находиться в шумной среде. Вот, поговорим про каналы на 5 ГГц, это более интересно. Что мы видим? У нас здесь, значит, также регион Россия стоит. Россия поддерживает два диапазона на ширине 80 МГц.
То есть, когда мы используем 5 ГГц, мы можем поставить ширину 80, на новых роутерах можем поставить и 160. Но я останавливаюсь на 80, потому что мне хватает гигабитного подключения. Ширина 80 вполне вам решит гигабитный Wi-Fi, и при этом у нее будет дальше зона покрытия, чем 160. Чем шире ширина полосы, тем меньше покрытия при той же мощности. Вы должны это понимать. Более того, если мы выбираем 160, мы занимаем каналы аж с 36 по 64. То есть это огромное, ну, скажем так, значение, огромная ширина. Также здесь у нас есть радарные, да, вещи с 52 по 64. Поэтому в идеале выбирать 80, тогда вы занимаете с 36 по 48. Вот. Либо, как в моем случае, со 149 по 165. Рекомендую, если ваши все девайсы поддерживают Uni 3, то есть диапазон 149-165, выбирать именно его. Далее покажу почему. Давайте пока закроем этот раздел, перейдем в статус, Channel Analysis. Вот смотрите, картина на 2.4. Сейчас он некоторое время просканирует сеть. Ну, мы видим, вот наш роутер, да. Ну, вот тут куча других роутеров. Здесь вообще вот роутер с, видимо, шириной полосы 40, да, такой, видите, как он покрывает. Избыточно, да, то есть сюда нам лезть вообще не стоит. Ну вот мы вроде где-то в уголочке, как-то у нас 2.4 нормик, да, работает. Вот, радио 5, модуль 5 ГГц. У нас прекрасная картина, как раз таки то, о чем я говорил. Большинство роутеров, дабы избежать конфликтов, и в базовых настройках, оно, как правило, сидит вот на ширине 80 с 36 по 48. Мы видим, что некоторые роутеры у нас на ширине 40 сидят. Видите? То есть они занимают половину вот этого диапазона Uni 1. То есть они не могут, по сути, гигабитную скорость получить. Но вот некоторые роутеры, да, вот они полностью занимают эту ширину. У них подключение до гигабита, но вечерком, когда все качают, общаются, созваниваются. Ну, конечно, сейчас можно много где созвониться, да, в наших нынешних условиях. Но если вы юзаете в лес, то пожалуйста. Или там прочие протоколы. Вот. Они все в куче. Соответственно, а у меня... Ну, в моем случае, я на 149-м, на 165-й, я вообще сижу в свободном диапазоне. Поэтому рекомендую вам залетать в этот диапазон. Вы также можете использовать и диапазон из 52-го там, да, канала, но имейте в виду, что там обязательно ваша точка будет тестировать на наличие радаров. То есть она сначала потестирует, потом выйдет в сеть, потом, возможно, повторит тест. Ну, это необходимо, да, чтобы не глушить различные службы. Поэтому, ну, здесь вы будете в такой ситуации, ну, не идеальной постоянной стабильности сигнала, я бы сказал так. Возвращаемся в Network Wireless. Я рассказал вам базу, то есть вы видите, да, клиентов, которые сейчас здесь подключены. Вот, и расскажу еще про одну вещь. Допустим, у вас есть добрый сосед, или вы считаете, что он должен быть добр к вам, ну, вам нужен его Wi-Fi, да? Ну, вы можете не тупо с телефона, да, это делать, а нажать скан, допустим, диапазон 2.4. И, соответственно, здесь, ну, выбрать его точку. Ну, конечно же, если он вам разрешил, нажать просто Join Network, подключиться. Ну, там просто ввести пароль, короче говоря, больше ничего не нужно. И после этого у вас в интерфейсах создастся еще одно подключение, V1 будет называться. И это такое подключение, которое позволит вам работать в режиме Wi-Fi клиента. То есть ваш роутер свяжется с его по Wi-Fi, и внутри у вас будет своя сеть, то есть на которой вы можете там свои все задачи реализовывать. Просто WAN у вас будет не проводной, а беспроводной. Аналогично можем нажать скан на пятерочке, и через некоторое время вам выдастся здесь, ну, тоже какое-то количество роутеров. Мы выбираем любой роутер, нажимаем Join Network, и здесь просто пишем пароль на этот роутер. И нажимаем просто Submit. Вот, после этого у вас создается такое соединение. Так что до встречи в новых выпусках по OpenVRT. Пишите, задавайте вопросы. Сегодня было небольшое видео, но, возможно, полезно тем, кто новичок в теме Wi-Fi, кто не знает, какой выбрать канал, от чего это зависит, какую поставить ширину полосы, нужна ли ему высокая или низкая. В общем, мы сегодня с вами здесь так базово разобрались. Так что всем мир, до встречи в новых видео.